Амелия была преданной матерью, которая очень дорожила своей дочерью и была готова сделать все, что в ее силах, чтобы обеспечить ей успех и счастье. К сожалению, однажды она внезапно умерла, и на ее похоронах Амелия со злостью открыла гроб дочери. То, что произошло дальше, заставило всех закричать. Амелия растила свою дочь Эвелин в маленьком городке под названием Вест-Клоу. У них не было многого, но они были счастливы и довольны. Амелия много работала, чтобы дать дочери хорошее образование и обеспечить ее всем необходимым. Она обязательно проводила с ней время и учила ее важности семьи, трудолюбию и доброте. Когда Амелия была моложе, она влюбилась в Марка, красивого молодого человека, с которым выросла. До него она никем не интересовалась и ни с кем не встречалась. Ей было трудно доверять людям, но Марк помог ей легко открыть свое сердце. У них закрутился роман, и через несколько месяцев отношений Амелия забеременела. Она рассказала об этом Марку, ожидая, что он поддержит ее, но его реакция шокировала ее. Он пригрозил ей сделать выбор между ним и тем, что она носит в своем животе. В ответ Амелия напомнила ему обо всех обещаниях, которые он ей давал, но она даже не успела закончить фразу, как Марк прервал ее и сунул ей в руки деньги. «Избавься от этого. Я не готов стать отцом», — сказал он и вышел за дверь, оставив ее одну справляться со стыдом, связанным с внебрачной беременностью. Несколько друзей пожалели Амелию, а другие говорили за ее спиной и считали, что ее жизнь разрушена. Ведь ей было всего 19 лет, и у нее не было ни родителей, ни родственников. Как же она будет растить ребенка одна? Во время беременности Амелия размышляла, правильный ли выбор она сделала, оставив ребенка. Возможно, было бы гораздо проще поступить так, как хотел Марк. Но, как бы ни казалось это легким выходом, Амелия так и не нашла в себе сил поступить именно так. Готовая сделать все, чтобы стать матерью, Амелия бралась за разную работу и начинала откладывать деньги на будущее. В положенный срок она родила красивую девочку, которую назвала Эвелин. Когда она впервые взяла малышку на руки, по ее лицу потекли слезы радости. «Моя дорогая девочка, я обещаю никогда не покидать тебя. Я всегда буду рядом, чтобы направлять и защищать тебя», — сказала Амелия и поцеловала ее в лоб. В течение многих лет она выполняла обещание, данное Эвелин. Они были вместе каждый день и проводили вдали друг от друга лишь несколько часов, когда Эвелин была в школе или Амелия работала. В подростковом возрасте Эвелин активно занималась танцами и была капитаном танцевальной команды. В учебе она также преуспевала, часто получая отличные оценки. Кроме того, она была довольно привлекательной, и мальчики часто проявляли к ней внимание. Благодаря советам матери она знала, как держать их на расстоянии и избегать неприятностей. После окончания школы Эвелин получила стипендию на обучение в университете, расположенном за 1000 миль от их дома. Прощаясь с Эвелин, Амелия испытывала горько-сладкое чувство. Хотя ей было грустно от того, что ее дочь будет так далеко, она понимала, что для нее это невероятная возможность осуществить мечту. В университете Эвелин специализировалась на программировании и окончила его с отличием. Вскоре после этого ее приняли на работу в известную фармацевтическую компанию в крупном городе, где она познакомилась с Алексом, сотрудником отдела по связям с клиентами. Они подружились и со временем прониклись романтическими чувствами друг к другу. Алекс, как и Эвелин, был амбициозной личностью, которая хотела получить от жизни большее. Хотя он не был таким продвинутым в своей области, как Эвелин, у него были способности к развитию бизнеса и маркетингу. Поэтому он предложил им открыть собственное дело, и Эвелин согласилась. Они провели исследование рынка, которое показало потенциальную прибыль в приложениях для прогнозирования спортивных результатов, и решили заняться этим.
Они запустили свой продукт, и он оказался чрезвычайно успешным, превзойдя все их ожидания. Они смогли нанять дополнительный персонал, арендовать офис в центре города и развить бизнес в геометрической прогрессии. За успех своего стартапа Эвелин пришлось дорого заплатить. Она была слишком занята, чтобы часто навещать мать, и постоянно выматывалась, чувствовала себя изможденной. Однажды Эвелин решила сделать маме сюрприз, проделав 6-часовой путь, чтобы увидеться с ней. Ее приезд был огромной радостью для Амелии, ведь они провели время вместе, вспоминая, как жили с тех пор, как виделись в последний раз. Однако, когда Эвелин рассказала, что хочет выйти замуж за Алекса, выражение лица Амелии сразу же изменилось. Это не осталось незамеченным ее дочерью. Когда Эвелин спросила, в чем дело, Амелия ответила: «Судя по тому, что ты рассказала мне об этом человеке, я не думаю, что он тебе подходит. Он больше заботится о твоих деньгах и компании, чем о тебе. Тебе нужно держаться от него подальше. Он опасен». Впервые в жизни Эвелин спорила с матерью и защищала Алекса. Она утверждала, что он неплохой человек, и что, когда Амелия узнает его получше, она изменит свое мнение. Амелия была категорически не согласна, но Эвелин, ослепленная любовью, не смогла понять слов матери и в гневе уехала. Месяц спустя она вышла замуж за Алекса. Она знала, что мать этого не одобрит, поэтому не пригласила ее. Эвелин отмахнулась от ее предупреждений как от проявления чрезмерной материнской опеки. Спустя несколько месяцев Амелия была совершенно ошеломлена, услышав новость о том, что Эвелин скончалась, и Алекс уже назначил дату похорон. Амелия узнала, что, вернувшись из короткой командировки, Эвелин сильно устала, легла спать и больше не проснулась. Сердце матери заныло от горя. Часы, предшествовавшие похоронам дочери, пролетели как в тумане. Она поспешно оделась и поехала в город, где проходили похороны. Она отчаянно искала ответы на вопросы: почему ее дочь умерла так внезапно, и почему похороны были организованы в ее отсутствие. К счастью, Амелия приехала как раз в тот момент, когда Эвелин собирались опускать в могилу. Когда она попросила Алекса открыть гроб, чтобы попрощаться с дочерью, он отказался и приказал гробовщикам не трогать крышку. В отчаянии и ярости Амелия пробилась сквозь людей, которые пытались ее остановить. Она добежала до гроба и сорвала крышку. То, что она увидела, заставило всех закричать. Эвелин дышала. Ее грудь поднималась и опускалась. Она не была бледной, как мертвец. Она выглядела живой. Убедившись в этом, Амелия подняла тревогу. «Моя дочь жива! Она не умерла!» — закричала она. Затем она указала на Алекса. «Я знаю, что ты в этом виноват. Что ты сделала с моей дочерью?» Люди были ошеломлены. Они подбежали к гробу и увидели, что Эвелин действительно жива. Немедленно вызвали скорую помощь, и ее доставили в больницу. Один из друзей Эвелин, оказавшийся офицером полиции, был на похоронах и сразу взял Алекса под стражу. Под давлением Алекс признался. Он дал Эвелин большую дозу снотворного, чтобы усыпить ее и успеть похоронить до пробуждения. Он хотел получить полный контроль над компанией и деньгами. Когда Эвелин очнулась и узнала, что произошло, она горько пожалела, что не послушала мать. Но она была безмерно благодарна за то, что мать спасла ее, подарив второй шанс на жизнь. В наказание за свое преступление суд обязал Алекса отказаться от всех прав на компанию и приговорил его к тюремному заключению. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.